Привет, друзья! Стас Костюшкин – популярный певец, бывший участник звездного дуэта «Чай вдвоем», солист музыкальных проектов «Стэнли Шулман Бэнд» и «Одесса». Он один из немногих представителей российской эстрады, кто на сцене и в Инстаграме не стесняется демонстрировать брутальную мужественность, вызывая зависть у одной части поклонников и томные вздохи у другой. Поклонники певца интересуются подробностями его жизни, поэтому в нашем ролике все желающие смогут найти ответы на многие вопросы, касаемые жизни Стаса Костюшкина. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Стас Костюшкин и сколько он зарабатывает. Стас появился на свет 20 августа 1971 года в Одессе в семье саксофониста и манекенщицы. Уже через год они перебрались в Ленинград, где и прошли детство и юность будущего певца. На малую родину он отныне ездил только летом, в гости к бабушке с дедушкой. Когда родители развелись, Костюшкин понял цену деньгам. Чтобы заработать на жизнь, мама Надежда Аркадьевна торговала на рынке фруктами. При этом случались моменты, когда в доме было нечего есть. По словам артиста, однажды на завтрак ему пришлось отведать плесневелое яйцо. К подростковому возрасту Костюшкин развил себе сразу несколько талантов. Он ходил в секцию на дзюдо, в театральный кружок, солировал в хоре. Стас обладал красивым оперным голосом, так что по совету подруги поступил в музыкальное училище. Однокурсницей артиста стала Анна Нетребко, которая, к слову, очень нравилась его маме. Обладательницу звонкого сопрано прочили в невесты парню. Стас не бросил дзюдо, и из-за постоянных лицевых травм у него сместилась носовая перегородка. Тембр голоса изменился, из него исчез звон, столь ценный для драматического баритона. Новый педагог по вокалу не стал вникать в причины случившегося, а просто заставлял форсировать голос, что оказалось губительным для связок. В результате, ко второму курсу из разряда самых перспективных вокалистов Костюшкин попал в ряды профнепригодных. После отчисления артист стал играть в детском музыкальном театре «Зазеркалье». Однажды общая подруга привела на спектакль Дениса Клявера и сказала, что тот очень похож на Костюшкина. Поначалу сравнение не польстило парням, однако уже на второй встрече выяснилось – Денис – поклонник отца Стаса, ну а Костюшкин – папы Клявера, Ильи Олейникова. Когда певцы решили объединиться и создать свою группу, родители сыграли огромную роль в их становлении. Первым продюсером «Чая вдвоем» стал друг Михаила Костюшкина, автор проекта «Поп-механика» Сергей Курехин. Сергей первым поверил в нас и дал на запись первого альбома $2500. Тогда это были огромные деньги. Для примера, я как театральный актер зарабатывал $200 в год. Потом уже отец Дениса, Илья Львович Олейников, вернул Сереже эту сумму и вложил в наш проект все свои сбережения – $84 000. Но тут дело даже не в деньгах. Самое главное, что Курехин, музыкант, которому мы безмерно доверяли, поверил в нас, двух молодых оболтусов, и сказал, что мы талантливы, подчеркивал Стас. Группа мелькала в петербургских клубах, пока Михаил Шафутинский не позвал парней с собой на гастроли. 2 года дуэт сотрудничал с Лаймой Вайкуле, благодаря чему научился превращать выступления в настоящее шоу. А потом настало время, когда треки «Чая вдвоем», «Я не забуду», «Ласковая моя» и «24 часа» стали хитами, транслируемыми на телевидении и радио. 2012 стал поворотным годом для артистов. С одной стороны, их хиты звучали из каждого утюга, с другой, концертная деятельность пришла в упадок. Момент, которого так боялись фанаты, настал. Дуэт распался. И хотя пресса писала о страшной ссоре из-за конкуренции артистов за лидерство, повлиявшей на ход событий, Стас и Денис уверяли, просто мальчики выросли и решили реализоваться сольно. Вскоре свет увидел поп-проект Костюшкина «Одесса». Сочетание сатиры и вирусной музыки сделали свое дело. Хиты зазвучали на радио и в клубах, а трек «Очень караочен» даже дал название развлекательной программе на Муз-ТВ, которую доверили вести Стасу. Впервые Стас влюбился, когда ему было 17. Интерес избранницы к нему быстро угас, но несмотря на это, пара сыграла свадьбу. Марианна была актрисой, пианисткой, личностью творческой и очень эмоциональной. Не раз раздраженно кричала: «Ты неудачник!». Я надеялся, что дуэт «Чай вдвоем» докажет ей: я в этой жизни чего-то достою. Но Марианну ничто не могло убедить. Мы были вместе 15 лет, а потом она ушла к другому. Сетовал Костюшкин.
Второй брак фактически стал бегством от первого. Музыкант хотел доказать Марианне, что у него все хорошо. Танцовщица Ольга подарила Стасу сына Мартина, однако когда мальчику было всего 1,5 года, исполнитель ушел из семьи. Чемпионка мира по акробатике Юлия Клокова пришла на кастинг в подтанцовку «Чая вдвоем», и Костюшкин пропал. Его безумно тянуло к этой 24-летней девушке. Вот только Юля, которая только пережила болезненный разрыв с бойфрендом, связываться с женатым 33-летним певцом не хотела. Сам Стас пытался забыть о Клоковой и даже намеревался уволить ее, однако через несколько месяцев понял, что симпатии взаимны. Обоих мучило чувство вины. Гуляя по ночной Москве с Костюшкиным, Юля переживала, что все вокруг осуждают ее. Ну а Стас порой боялся приходить домой к Ольге, так как от него пахло чужими духами. Ситуация была катастрофическая. Я человек совестливый, мне нужно, чтобы все было правильно и честно. А тут казалось, что с Юлей я изменяю Оле, и наоборот. Кто-то кинул жене СМС о том, что я изменяю, и тут я решительно сказал, что ухожу, рассказывал певец. Через несколько месяцев Юлия приехала в Петербург в статусе девушки Стаса, познакомилась с его родными и Мартином. Особенно она боялась встречи с мамой артиста. Мнение родительницы всегда было для Костюшкина важным. Переживала Юлия зря. Вскоре Надежда Аркадьевна уже называла Клокову лучшей из 3 жен сына. Через несколько месяцев после свадьбы у пары появился сын Богдан, а в 2015-м – Мирон. Детей у влюбленных могло быть 3, если бы у Юли не случился выкидыш. Супруги пережили и это горе, и финансовый кризис, но едва не развелись из-за вспыльчивости Костюшкина и частых ссор. 3 года назад обсуждали условия развода. Он тогда улетел в Таиланд, сказав «я вернусь, будем расходиться». Но потом в отпуске он начал писать, что не может, что хочет быть и отдыхать только со мной. Думаю, я простила бы ему и измену. Когда я сильно влюбляюсь, то могу простить все, признавалась Юлия. К счастью, проблемы остались позади, и даже самоизоляция в пандемию коронавируса оказалась не способна разлучить крепкую пару. Не только я, но и Юлька молодец. Когда началась пандемия, жене пришлось рекламировать все подряд. По словам музыканта, его коллектив пользуется огромным спросом, поскольку они умеют зажечь толпу всего за несколько треков. В среднем за месяц у Стаса выходит 16 корпоративов, контракты на которые заключены до конца года. От 800 тысяч до 1 миллиона. Такую сумму назвал Костюшкин за один корпоратив. Сейчас, в период самоизоляции, несмотря на частичное отсутствие концертов, Стас не испытывает финансовых трудностей. «Я научен и подготовился к кризису заранее. Раньше всех начал продавать медицинские маски, а также продал свой автомобиль. Поэтому у нас есть финансовая подушка», – пояснил музыкант. Артист отметил, что несмотря на запас, средства имеют свойство быстро заканчиваться, поскольку у него нет никакого бизнеса, но при этом есть ипотека на дом с ежемесячным платежом около 200 тысяч рублей. Стас подчеркнул, что сейчас зарабатывает только своим творчеством, хотя раньше обладал несколькими бизнесами. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!